10 лет назад мой муж ушел от меня и наших 5 детей, оставив нас без опоры. У меня не было выбора. Нужно было продолжать жить, и я научилась справляться со всем сама. С каждым годом наша связь с детьми становилась все крепче. Но ничто не могло подготовить меня к его реакции, когда спустя 10 лет он узнал, что я сделала. Каждое утро я просыпалась в 5 утра, наслаждаясь редкой тишиной перед бурей дневных забот. Я заваривала чай, и пока на сковородке шкварчали сырники, я размышляла о той жизни, которую мы построили. Растить 5 детей одной — нелегкий путь, но каждая улыбка за завтраком была наградой. Смех детей наполнял тишину, которую он оставил после себя. «Мам, я не могу найти свою тетрадку!» — крикнул мой младший, вырывая меня из раздумий. Я передала ему коробку с завтраком, нашла тетрадку и, собрав всех, мы поспешили к двери. На моей работе в небольшой пекарне запах ванили и жужжание миксеров приносили странное умиротворение. Коллеги часто удивлялись: 5 детей, и ты все еще приходишь вовремя. Они не знали ни про бессонные ночи, ни про вечерние сказки перед сном. Но ради своих детей я делала все. Однажды вечером, разбирая почту, я увидела конверт с узнаваемым почерком. Сердце ёкнуло. Это был Игорь, мой бывший муж. Что ему нужно спустя столько лет? Вскоре после этого Светлана, моя начальница, пригласила меня в кабинет. «Елизавета, мы восхищаемся твоей работой и хотим предложить тебе должность менеджера. Это был шанс на стабильность, лучшую зарплату и признание. Но и цена была высокой, меньше времени с детьми, а значит, меньше того, что я берегла больше всего». Тем вечером я поделилась новостью с Алиной, моей старшей дочерью. Она с юных лет стала мне помощницей. Когда я рассказала ей о повышении, она попыталась улыбнуться. «Это хорошая новость, мам, мы справимся». Я почувствовала тепло от ее слов. Потом я открыла письмо от Игоря. Руки дрожали, когда я читала. Он просил дать ему второй шанс, уверяя, что изменился и хочет быть снова частью нашей жизни. Я была полна злости, вспоминая, как он ушел, оставив меня с 5 детьми. Я знала Мадбата. Нужно рассказать детям. Но не в тот вечер. За ужином я старалась не выдать волнения. «Ты сегодня какая-то тихая, мам», — заметил Артем, мой младший. Я улыбнулась, скрывая бурю внутри. В последующие дни Алина замкнулась, а младшие начали задавать вопросы. «А папа помнит нас? Он скучает». Я поняла, время откровенного разговора приближается. В субботу за ужином я усадила всех за стол. Я прочитала письмо вслух. Их лица менялись от удивления к сомнению и даже гневу. «Почему именно сейчас?» «Персяные пама таненетищ?» — спросила Алина, сжимая руки. Младшие были более растеряны, но не менее тронуты. Я заверила их: «Ничего не произойдет без вашего согласия». Это немного сняло напряжение. Тем временем на новой должности мне стало все сложнее совмещать работу и дом. Однажды Светлана позвала меня на разговор. «Лиза, ты справляешься? Ты выглядишь измученной». Я рассказала ей правду. Об Игоре, о детях, о страхе. Она кивнула, предложив поддержку. «Если нужна помощь, просто скажи. Ты не одна». Вдохновленная, я обратилась к юристу, чтобы узнать свои права и защитить детей в случае возвращения отца. Консультация помогла мне обрести уверенность. Между тем дети начали сами искать информацию о жизни Игоря. Алина пришла ко мне с ноутбуком. «Мам, мы кое-что нашли. Ты должна это увидеть». Он публиковал посты, полные сожаления, но также всплыли детали. Долги, судебные иски, потеря работы. Было ясно, он не искал нас ради любви. Он искал спасения. Я чувствовала, как дети перерабатывают эти открытия. Им не по возрасту было разбираться в мотивах взрослого. Но они быстро взрослели. Я решила, пора взять паузу. Мы сняли домик у озера. Далеко от суеты мы снова смеялись, жарили маршмеллоу у костра, плавали, дурачились и просто были семьей. Вернувшись, я решила поговорить с общими знакомыми, узнать о Игоре от тех, кто видел его последние годы. Они подтвердили, его жизнь была чередой нестабильности, зависимости, провалов.
А потом раздался звонок. Номер был неизвестен. Голос до боли знаком. «Лиза, это я». Он хотел увидеть детей. Я поставила жесткие условия. Только в общественном месте, и если дети не захотят встречи, все закончится. Он согласился. В день встречи мы приехали в городской парк. Дети молчали, напрягшись. Он подошел, постаревший, нервный. Попытался говорить, но звучал неубедительно. Алина спросила: «Чего ты от нас хочешь?» Он не знал, что ответить. Просто смотрел. «Как вы поживаете?» — спросил он, но в его голосе не было тепла. «Мы справляемся», — сказала я, чувствуя ответственность за каждого из них. После встречи дети были в замешательстве. «Почему сейчас, мама?» — спросила моя младшая София. Я обняла ее. «Я не знаю, но мы вместе все переживем». Чтобы окончательно убедиться, я наняла частного детектива. Я должна была знать правду, прежде чем решать. Спустя пару недель он предоставил отчет. Долги, судебные иски, отсутствие стабильной работы. Он возвращался не к детям, а бежал от проблем. Я собрала детей. Рассказала им все. Они поняли. Их реакция была взрослой, сильной. «Мы сами себе семья», — сказала Алина. И все кивнули. Мы приняли решение не возвращаться в прошлое. Я снова встретилась с юристом и оформила защитные документы для эмоциональной и финансовой безопасности. Впервые за долгое время я почувствовала, мы управляем своей жизнью. Однажды вечером я собрала детей за столом. Развернула документы, над которыми работала втайне много лет. «Я хочу кое-что показать вам», — сказала я. Это были инвестиции, накопления, планы на колледж. Все эти годы я думала о вашем будущем. Дети были потрясены. Мы обнялись, и я почувствовала, как исчезает давящая тяжесть. Теперь мы концентрировались на будущем. София записалась на рисование. Артем — в секцию по футболу. Алина собиралась подать в университет. Я гордилась ими. Сильные, умные, цельные. Мы оставили прошлое позади. А наша история только начиналась. Дорогие зрители, как бы вы поступили на моем месте? Дали бы шанс тому, кто однажды ушел? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.